Приветствую, друзья, на канале Real Constructor Стас. В сегодняшнем видео я покажу процесс реставрации старой ручки от треугольного напильника, а также один из приемов очистки полотна напильника от ржавчины. Ручка была найдена в гараже и повидала многое. Сверху она покрыта лаком, кольцо побито и имеет вмятины. Напильник взят там же, он новый, но хранился в сыром помещении, и некоторые его части покрыты ржавчиной. Что ж, добро пожаловать в мою инструментальную кладовую, друзья. Первым делом снимаю кольцо с ручки. Оно держится за счет закерновки в 3 местах и снимается легко. Кольцо надеваю на пробку от бутылки. Диаметр подошел идеально. Зажимаю в тисках и обтачиваю сначала надфилем, а затем убираю царапины наждачной бумагой 320 грит. Внутреннюю поверхность очищаю гравером. Финишным этапом полирую все жидкой пастой, сваренной по старинному рецепту. Далее приступаю к рукоятке. Напильником и надфилем очищаю поверхность под кольцом. Основную поверхность очищаю от лака при помощи наждачной бумаги. При этом зажимаю рукоять в тисках через кожу, чтобы не повредить ее. Далее приступаю к полотну напильника. Его также зажимаю через кожу. Но теперь, чтобы не повредить тиски, очистку провожу вручную. Использую алюминиевый скребок и каждую ложбинку в основной насечке очищаю от грязи, пыли и ржавчины. После такой чистки напильник начинает блестеть на солнце. Наждачной бумагой очищаю хвостовик. Далее возвращаюсь к декору рукоятки. Первым делом простым карандашом прочерчиваю кольца, тем самым определяю поле для основного рисунка. Далее рисую эскиз растительного орнамента. Выполнять орнамент буду инструментом из детства. Его подарил мой дедушка. Я им пользовался мало. Видимо, он покупал его для себя и подарил мне. А у вас были такие случаи? Или может вы поступали точно так же? Напишите об этом в комментариях. Включаю выжигатель в сеть и приступаю. Дым поднимается от нагретой нехромовой нити, и запах горящего дерева распространяется по всему балкону. В голове начинают всплывать воспоминания из детства.
и уже очнувшись, я понимаю, что рисунок уже весь готов. В кольце сверлю 3 отверстия и приклеиваю к рукоятке на клей. Далее углубляю отверстие через кольцо в рукоять. Ставлю штифты из латунной проволоки. Теперь кольцо никогда не спадет. Собираю напильник, придерживаясь техники безопасности. Осталось защитить рукоять от грязи, пыли и царапин. Здесь я использую лазурь глубокого проникновения для дерева. Наношу первый слой и даю ему пару суток хорошо просохнуть. После первого раза поверхность становится шершавая, и второй щедрый слой все исправит. Спустя еще 2 суток имею вот такой блестящий и гладкий результат. Ну и конечно же первая стружка. Но это уже совсем другая история. Не забывайте оставлять реакции и комментарии под этим видео. Спасибо за внимание. С вами был Real Конструктор Стас. До новых встреч на моем канале.